Весенняя обрезка груши. Это грушки, это уже 5-6 год уже в этом году будет. Ранний сорт, не принципиально. Суть обрезки остается одна и та же. Вот у нас есть вот такая ответочка, которая потом расходится на боковые ветки. Побег продолжения есть. И еще одна боковая ветвь, на которой на окончании также есть побег продолжения и побеги отхождения, то есть боковые побеги. Что мы делаем? Мы оставляем вот этот побег продолжения, самый длинный на окончании, обрезаем, делаем его длиннее всех веточек, вот так, чтобы было видно, вот так, наверное, более понятно. Обрезаем его от макушки на 3-4 почки. Ну, желательно резать на почку, которая смотрит не вовнутрь, а наружу. То есть, чтобы у нас дальнейший рост этой веточки, этого побега пошел наружу, а не вовнутрь дерева. Обрезаем. Готово. Дальше. Вот эти вот веточки, боковые побежки, мы делаем короче, чем побег продолжения, ровно в 2 раза. И опять же на ту почку, которая может быть, на которую вам удобно, которая смотрела бы, может быть, в сторону. Вот я обрежу на эту. Готово. То есть продолжение у меня роста пойдет, точка роста вот сюда, в сторону. Мы заполним это пространство. Дальше. Ну, естественно, отсюда тоже пойдут небольшие побежки. Отсюда. Здесь даже может какой-то жировичок выскочить, но навряд ли. Это уже будет потом. Потом будем разбираться с этим. Дальше смотрим веточка. Вертикальная. Вертикальные веточки — это не жировик. Видите? Это такая отходящая ветка. Ее укорачиваем также, но делаем еще короче. Тоже на почку, которая смотрит вне, то есть наружу. Вот так обрезать нельзя. Здесь просто неудобно. Обрезайте всегда. Сейчас покажу. Поближе подведу. Вот так. Чтобы ваш срез был чуть-чуть выше. Чуть выше почки, которую вы обрезаете. Ну вот. То есть вот так. Дальше еще одна веточка. Уже ближе к стволу. Ее можно сделать на одном уровне, не принципиально. Можно сделать чуть-чуть пониже. Но вообще, такие ветки можно вообще не трогать. Но она сантиметров 30. То есть, если бы здесь была пятнашка, 15 сантиметров можно веточку не трогать. Пускай развивается дальше. Давайте подрежем. Здесь просто, видите, сколько побегов, их надо все укорачивать. Вот эту маленькую точно можно не трогать. Ее вообще можно вырезать, так как она смотрит вниз. Но оставим. Оставим ее для плодоношения. Потому что на ней также есть плодовые почки. Такие вот набухшие, большие. Вот видите. Дальше. Вот ветка. Она скоро будет пересекаться с нижней. Но так как мы нижнюю обрежем, мы эту просто укоротим. Также на почку, которая смотрит наружу. Дальше. Вот отходящая ветвь от нашей основной боковой побег. И вот такой длинный побег продолжения. Его точно надо укоротить. Здесь около метра. Все то же самое делаем. На наружную почечку. Вы смотрите, как вам удобно. Может, у вас эта ветка вообще будет мешать. Тут у нас дорожка. Проход. Я бы еще покороче обрезал. Но пускай она пустит боковые побежки. Я ее просто потом пресеку прямо на почке, чтобы она просто-напросто не росла. Боковые побежки пустит эти вот здесь и здесь. Здесь уже будет, вот здесь вот точно будет плодик на этой большой почке. Все, вот, посмотрите, какая у нас получилась такая ситуация. У нас здесь получается побег продолжения мы укоротили, потом подчинили. Это побег продолжения, это боковой побег, отходящий от этой ветви. Эту сделали еще короче, эту еще покороче, эту не трогали. Здесь сделали то же самое. Вот такой принцип. Ну, там еще, вот видите, один побег отходящий от нее.
ветку, которая смотрит вверх, мы укорачиваем немножко покороче. Побег продолжения, то есть побег продолжения — это побег, который продолжает рост, и он лидирующий рост вот это вот побега, который отошел от этой вот веточки. Вот он идет, мы на нем пресекаем макушку. Ну, на почку, естественно, которая смотрит наружу. Все, вот такой вот принцип обрезки. Здесь жировичков практически нету. Я в том году все повырезал. Вот, оставил, не стал сразу все дерево прям, как говорится, мучить. Вот, смотрите еще, какая ветка красивая. Вот на этой веточке. Посмотрите, сколько здесь плодушек, очень много. Видите? Здесь была вот грушка, плюс остались, видите, какие. Вот, красота, да? Здесь, здесь. Это все у нас будут будущая грушка у нас будет. Так вот, вот на окончании у нас идет вот такое расхождение тоже. Все то же самое. Побег продолжения укорачиваем. Дальше. Боковой побег, который отходит от него, укорачиваем ровно еще на ту половину этого. То есть, грубо говоря, здесь у нас 60 сантиметров, значит, это должен быть 30. Вот. Ну, рулеткой мерить не надо. Здесь, смотрите, вообще одиночка отошла. Вот. Очень длинный тоже. Посмотрим на него. Здесь, смотрите, уже есть плодушки. Раз, два. Мы их не трогаем. Это грушки наши. А дальше идет веточка. То есть, грубо говоря, можно отсчитывать от сих. Вот. Делим пополам и режем на наружную почку. Все. Отсюда пойдет побег продолжения. Здесь будет боковой побег. Здесь с той стороны видно, вот, вверх пойдет веточка, веточка и грушка. Что у нас дальше? Вот такая длиннющая веточка. Я ее тоже не срезал, потому что не вижу смысла. То есть, ну, кто-то скажет, может, надо ее было вообще. Вот, смотрите, груши, груши, груши. Это все груши. Чтобы вы понимали, это все плодушки. Вот на этой ветке, представляете, а эта груша, она ранняя, крупная. А вот посмотрите, какая гирляндочка тут. Ну, вот как срежешь, да, такое. Вот. Единственное, вот, не срезал. Здесь была такая маленькая веточка, оставил. Вот, может быть, здесь что-то вот получится. Это я в том году срезал, видите, вот срез сухой. Ну, нет, так нет. Что мы видим здесь? Здесь эту малютку мы не трогаем. Дальше. Длинный побег. Все то же самое. Укорачиваем на 2-3 почки. Обязательно смотрите, плодушки не обрежьте. Эту маленькую тоже оставим, пускай развивается. Это чисто так, по низу пройдем. Здесь, смотрите, тоже вот такие маленькие образования не срезайте. Это весь ваш урожай. На груши их очень много будет. Вот на таких маленьких, вот видите, веточках. Не надо срезать. И вот такие ветки тоже оставляйте. Они через год, возможно, если они не обрастут плодушками, то просто вырежете. Вот видите, вот подтверждение сказанного. Вот то же самое. Оставлял веточку. Ну, возможно, потому что здесь была грушка. Вот здесь, вот видите. Эти две веточки оставил. Там можно было срезать. Ну, то есть они никому не мешают. Вот. Здесь вот плодоножку. Плодоножку-то срежем. Пеньки желательно не оставлять. Вот так. Это грушка наша. Здесь оставил тоже, видите, можно срезать эти маленькие веточки на первую почку. И, возможно, через год у вас здесь будет грушка. Вот видите? Дальше у нас смотрим. Вот такой, опа, длиннющий. Естественно, мы его подукоротим. Во-первых, он не основной. Основной побег у нас это просто отходящий. Мы его укоротили, таким образом все питание сейчас у нас на вызревание вот этих вот груш придет будущих. Вот. Эту плодоножку можно аккуратно тоже срезать. Так, ну и последняя ветвь. Смотрим. То же самое, устремляется вверх наш побег. Лидирующий, мы его подукоротили.
Дальше подчинили следующую веточку, которая ниже идущая к ней, еще короче сделали. И боковуху тоже укоротили. Вот так. Так, что у нас здесь? Вертикальный побег. Давайте сделаем его коротеньким. Дальше побег продолжение. Укоротили тоже на 3 почечки. Вот с этой стороны зайдем, чтобы было лучше видно. И остаются у нас вот эти вот ветки. Боковая длинная веточка. Мы ее подчиняем, сделаем вот этот побег главный. Мы укорачиваем короче нашего лидера. И этот центральный укорачиваем еще короче. Получается у нас лидер. Дальше идет ветка боковая, мы сделали короче. И подчиняем всем вот этим веточкам. Вот отсюда будет больше видно еще вот эту ветвь. Вертикалку. Смотрите, когда на вертикальных побегах вот такие толстые почки, лучше не трогайте, потому что это, возможно, будет плодушка. Скорее всего, это и есть плодушка. Такие веточки трогать не надо пока. Она не мешает. Вы даже можете ее потом летом срезать. Подождите, если на ней начнется цветение. Ну, не будет, так не будет. Летом потом просто срежете. Вот просто для сравнения, да? Вот веточка, посмотрите, какие здесь. Видите? Почки большие. И вот точно такая же. А вот такие маленькие. Это просто будет, скорее всего, у нас листва и, может быть, пару отходящих маленьких веточек. Так что здесь смело можно, видите, заворачиваться вверх, побег продолжения. Давайте, если устремляется вверх, укорачивайте примерно под 45. Дальше. Отходящая вниз веточка, она уже вниз смотрит. Давайте ее короче сделаем. И на почку, которая смотрит вверх, обрезать нельзя. Помним, да? Обрезаем ту, которая идет по направлению. И укоротим вот этот вот, укоротим вот эту веточку, у которой нет признаков на плодоношение. То есть у нее почки такие дохленькие. Она тем более вертикальная. Давайте укоротим ее вот на 3 почечки. Если что-то будет в следующем году, так будет. Нет, а потом нет, так потом просто вот так, короче, на кольцо ее срежем, все. И остался вот такой вот у нас зигзаг большущий. Этот, смотрите, это точно нужно укорачивать, потому что, во-первых, здесь какое образование. Видите, это все груши, плоды будущие. Вот этот лидер, который будет забирать у своей боковой веточки питательные элементы, нам он не нужен. Мы его укоротим вот так. Грубо говоря, на 4 почки. И на этом все. Вот и все. Это первый ярус. Я уже выше не пойду. Там надо лестницу брать. Уже не буду занимать ваше время. То есть суть понятна. Укорачиваем лидирующий побег. Побег продолжения. Если он смотрит вверх практически, оставляем от его основы 3 почки, 4. И обрезаем. Если он под 45 более-менее, или ну вот такой еще не сильно, как говорится, устремляющийся вверх, мы его укоротим на 3-4 почки от макушки. Подчиним ему боковые побеги, сделаем их короче. Вертикальная, если есть крупные почки, мы оставляем. Если есть просто точки роста ростовые, подукорачиваем. Все. Здесь все то же самое. Лидирующий побег. То есть побег продолжения мы укоротили, подчинили, посмотрели. Ага, есть почечки толстые, не трогаем. И вообще такие веточки, я же говорил, 15 сантиметров лучше не трогать. Но они еще даже не вызрели, то есть смысл их тут. Смысл нам их портить. Вот, друзья. Ну, а я буду продолжать обрезку. Всего вам хорошего, друзья. Подписывайтесь. Пока-пока.